КНДР отправляет элитных офицеров в Россию. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Охмаддит? Китай и Беларусь проводят учения возле польской границы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В ООН доказали то, что в детскую больницу Охмаддит было прямое попадание. Детская больница получила прямое попадание, а не получила повреждения от системы противовоздушной обороны. Польша сможет сбивать российские ракеты на территории Украины, но при одном условии. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он захочет это сделать. Китай стремится сохранить торговый коридор через Беларусь. На что готов пойти Пекин для этого? Европа для Китая важный приоритет, ключевой рынок сбыта. Но сейчас она не готова принимать всю китайскую продукцию так, как было раньше. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Прямое попадание в больницу, так говорит глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Говорит, что команда изучила место происшествия, но не смогла найти доказательства того, что ракета была запущена именно Россией. Но было прямое ее попадание. То есть говорит, что персонал успел спрятать детей в убежище, иначе жертв было бы больше. Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница получила прямое попадание, а не получила повреждения от системы противовоздушной обороны. Самую большую детскую больницу в Европе будет сложно восстановить. В киевском Охмаддите ежедневно проходили лечение около 600 детей. Теперь несколько корпусов разрушены российскими ракетами. Сама головна втрата – це люди. На жаль, ми втратили дуже хорошу лікарку, яка дуже відповідально ставилась до дітей і не допустила великих жертв. Ми втратили молодого, хорошого фахівця. І, звісно, ми втратили будівлю, повністю зруйнована будівля, де проводився діаліз дітям з нирковою недостатністю, дітям з гострою інтоксикацією. Зараз немає цього відділення, немає обладнання. Окрім того, ми втратили критичну інфраструктуру. Ми втратили можливість електропостачання на нову будівлю, на стару будівлю. Частково зруйновано щонайменше 4 корпуси Охмаддиту. В цих корпусах наразі неможливо проводити лікування. І з цих корпусів ми вимушено евакуювали дітей вчера ще до вечера. Кроме того, что собирали волонтеры вместе с крупными компаниями, которым удалось собрать больше 250 миллионов гривен, это около 5,5 миллионов долларов, украинское правительство выделило еще 100 миллионов гривен на первоочередные работы. А премьер-министр обещает полностью отстроить корпуса. Хватит ли этих денег для такой масштабной цели, мы спросили у экономиста, инвестиционного банкира Сергея Фурсы. Для того, чтобы восстановить то, что было в Охмаддите, нужно несколько миллиардов гривен. Поэтому понятно, что всех этих денег не хватит. Да, и того, что правительство, и того, что сейчас мы нашли мецената, и тут ключевая на самом деле надежда, если мы хотим все там восстановить, это на западную поддержку. Именно украинские дроны побывали на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Все это были совместные операции Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на собственные источники. Во время атаки на аэродром российские телеграм-каналы писали об успешной работе ЗРК «Панцирь». Потом была серия взрывов, и информация из медиа пропала. Видимо, таки результативно работал «Панцирь». Точечные удары по территории РФ. Какую приносят пользу? Мы задали этот вопрос политологу и украинскому военнослужащему Александру Антонюку. В любом случае, любой удар по возможностям экономическим и военным на территории врага – это усиление позиции Украины. Вы отгоняете авиацию на более дальние локации. И, естественно, потом, чтобы наносить удары по территории Украины,
Россия должна, то есть Кремль должен использовать вот этот ресурс, который у них и так не самый новый, а это уже дороже обходится каждый вылет, и с каждым разом этот ресурс просто себя изматывает. И, естественно, есть такой вариант, что рано или поздно мы выведем российскую авиацию в тот формат, когда они уже будут не способны создавать той угрозы, которую они создают. Опять же, что такое НПЗ? Это одна из частей ключевых экономических возможностей России держаться на плаву. НПЗ – нафтоперерабатывающий завод, который, в принципе, является с нашей точки зрения военным, потому что изготовляя горючие смазочные изделия, это куда идет в первую очередь? На фронт. Естественно, когда такие возможности мы уничтожаем, то, естественно, фронт и обеспечение вооруженных сил Российской Федерации стоит, опять же, дороже. Элитные войска КНДР отправляются в Россию. Правда, пока только тренировочная делегация, пишет Reuters. Это первый военный обмен после подписания соглашения о тесном военном сотрудничестве. Возглавил делегацию президент военного университета имени Ким Ир Сена. Больше никакой информации не обнародовано. Но Reuters напоминает, что университет готовит элитных офицеров, и Ким Чен Ын посещал его после учебы в Швейцарии. Польша сможет сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они летят в ее сторону. По крайней мере, члены НАТО могут обсудить этот вопрос на саммите в Вашингтоне. Об этом говорит спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. У меня нет никаких изменений по этому вопросу, когда дело касается политики США или политики НАТО, чтобы говорить об этом сейчас. Но, очевидно, в любой момент, когда член НАТО захочет поднять вопрос, у него есть возможность сделать это и обсудить это с другими главами государств. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он захочет это сделать. Польский премьер-министр Дональд Туск ранее говорил, что такую возможность можно было бы предусмотреть, но это требует большего сотрудничества со стороны Альянса, поскольку это требует большей ответственности. Мы спросили у эксперта, действительно ли это возможно и пойдут ли на это страны НАТО. Это хороший подход, но он опоздал еще начиная с 2022 года. Тут есть два момента. Политический, и это для того, чтобы уже не было вот этих прецедентов, когда нужно было хотя бы для приличия собраться для, скажем так, включения либо 4-й, либо 5-й статьи. А я напомню, что в прошлом году на территорию Польши залетела российская ракета, которая упала, по-моему, 200, там почти до 300 километров от границы, да, и когда правительство Польши сначала отрицало этот факт, а потом должны были признать. Прецедент все-таки существует, потому что, в принципе, теоретически НАТО уже должно было бы делать какие-то другие реакции. С точки зрения для Украины, любая помощь со стороны Запада и наших партнеров, особенно если это касается системы ПВО, это усиление, любое. И в данном случае давайте хотя бы начнем с того минимуму для того, чтобы Западная Украина была, Запад Украины был защищен. Китай и Беларусь проводят совместные военные учения у границ Польши и Украины. Ближе, конечно, к Польше. Это называется антитеррористической тренировкой «Атакующий Сокол». Кого Сокол будет пытаться атаковать, пока непонятно, но выглядит все очень устрашающе. Проходит все на Брестском полигоне в 4 километрах от границы Польши и в 40 километрах от Украины. Но вряд ли эта акция должна на что-то намекнуть именно Польше. Хотя и очень странно это все выглядит на фоне улучшения вроде бы отношений между Варшавой и Пекином. Недавно президент Польши ездил в Китай, и один из ключевых вопросов повестки было, по сути, совместное давление на Минск с тем, чтобы перестать устраивать провокации на польской границе. Месяц назад там погиб польский солдат впервые по итогам миграционных этих атак. И
Президент Дуда поднял это в Китае. Китай первый раз выпустил заявление на эту тему. И весь этот месяц, весь июнь, прошедший месяц, Лукашенко уменьшает масштабы этого миграционного кризиса. И вот даже начал отпускать политзаключенных, что тоже некоторые связывают с этим давлением. Да. И в этом смысле это не похоже на какой-то, знаете, расцвет отношений с Китаем. Здесь скорее попытка не разозлить Китай дополнительно, потому что понятное дело, что если граница закроется, белорусско-польская, то пострадает китайский транзит в Европу. А это, если я не ошибаюсь, около 4% китайского транзита в целом, китайского экспорта в Европу в целом, и это почти весь китайский транзит собственно, с Китая в Евросоюз проходит сегодня по земле через Беларусь, потому что украинский маршрут по понятным причинам закрыт. И Лукашенко очень не хотел бы стать виновником того, чтобы это прервалось. Тот же вопрос мы поставили украинскому эксперту по экономике и инвестиционному банкиру Сергею Фурсе. Вместе с тем постарались выяснить, имеет ли Китай такой сильный интерес в торговом сообщении через Беларусь, и действительно ли это единственный путь. Но если бы у Китая был один канал коммуникации с Европой, это через белорусскую границу, то китайская экономика давно бы умерла. Основной канал торговли в современном мире – это море. И именно морем идут основные поставки китайской продукции в Европу и в том числе в Польшу. То, что там может пролазить через белорусскую границу, это мизер. И на самом деле о нем даже и говорить смешно. Поэтому для Китая Европа очень важный рынок. Европа сейчас, в принципе, готова вести торговые войны с Китаем, защищая от избыточного дешевого экспорта, которым Китай пытается воскресить свое экономическое развитие, свой экономический рост. Поэтому Европа для Китая важный приоритет, ключевой рынок сбыта. Но сейчас она не готова принимать всю китайскую продукцию так, как было раньше. Во-первых, потому что Китай является центром противостояния и является полюсом противостояния, где с одной стороны цивилизованный западный мир, а с другой стороны Китай. Это не способствует торговле, и поддержка Китаем России тоже не способствует торговле. А во-вторых, протекционизм китайский, то, что Китай пытается завалить Европу своими дешевыми товарами, это, понятно, пугает производителей европейских, это пугает саму Европу, и поэтому начинаются торговые войны. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», для нас очень важно, и это позволяет нам создавать новые и новые видео. Спасибо вам за это. Давайте не останавливаться на достигнутом. Также давайте не останавливаться, ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Это тоже очень важно. У меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.